Всем привет, дорогие зрители и слушатели подкаста Russian Progress. Подкаст для изучения русского языка через контент на русском языке, через эти подкасты в очень хорошем качестве, я надеюсь. И сегодня в этом выпуске подкаста не будет темы. Да, это экспериментальный выпуск, в котором я буду говорить, буду создавать для вас контент, материал для изучения, но никакой темы не будет, потому что я до этого записал несколько выпусков. Просто на самом деле я тренируюсь. Обычно я, конечно, записываю выпуск и сразу же его пускаю в ход, в дело, то есть публикую на канал, пишу к нему субтитры и так далее, но очень редко, когда я просто ради практики, ради того, чтобы лучше записывать подкасты, сижу и записываю их. Так вот, сегодня такой день, сосед там шумит, какие-то звуки издаются, надеюсь, вы не слышите, вот. Да, сегодня я записал эти выпуски, и вы знаете, с одной стороны, я могу, конечно, их опубликовать, не то чтобы они какие-то плохие. Сейчас я уже научился записывать выпуски без остановки, то есть говорить просто без конца, о чем угодно. И это очень приятный такой классный скилл, который я выработал, навык, кстати говоря, тоже русское слово есть, навык, который я выработал за, наверное, последний год, потому что вообще проектами занимаюсь 3 года, но именно за последний год мне удалось вот наконец-то без запинок относительно складно, как-то более-менее выражать свои мысли и говорить на разные темы. И что мне помогло вообще развить этот навык? Изначально я думал, что мне помогут подкасты, что мне поможет вообще проект. На самом деле нет, потому что когда ты записываешь видео длиной в 10 минут, ты говоришь недолго, и особенно ты не практикуешь этот навык. Но когда я начал записывать, проводить, точнее, стримы на этом канале на русском языке и на втором канале на польском языке, кому интересно смотреть мои видео на польском и на других языках, то в описании будет ссылка, канал Артем Назаров. Там я сейчас публикую видео и всегда публиковал видео на разных языках. Сейчас часто на польском, потому что это мой основной сейчас язык. Так вот, именно стримы позволили мне развить этот навык, потому что во время стрима ты говоришь бесконечно, можешь говорить бесконечно, ты обычно не будешь проводить стрим меньше, чем час. Иногда я провожу стримы по 2 часа, и даже бывало по 3 часа, и ты говоришь, и говоришь, и говоришь, отвечаешь на разные вопросы, и таким образом ты практикуешься, развиваешь этот навык. И вот, собственно, если вы хотите улучшить свою речь, способность говорить, выражать свои мысли, ораторское искусство, красноречие, мне, конечно, до этого еще далеко, я работаю в поте лица, то попробуйте записывать стримы, это можно делать в Инстаграме, либо же открыть канал, не обязательно, чтобы вас смотрели, конечно, это приятный бонус, это всегда интересно смотреть на реакцию людей, но да, в общем, стримы — это то, что я рекомендую, если вы хотите улучшить свое говорение. Ну и, конечно, если речь идет об изучении языка, то можно говорить с носителем языка, общаться вообще с человеком каким-то. Это тоже интересно, тоже рекомендую. За окном идет дождь, и да, очень грустно. И вы можете записаться ко мне на занятия, например, вы можете общаться со мной, вы меня уже знаете, вот, если хотите пообщаться, то записывайтесь, ссылку оставлю в описании. Также можете там к другим тьюторам Russian Progress записаться, к Стасу и Лере, либо вы можете записаться на Итоки, это сайт, который я сам использую для практики языков и вообще для знакомства с людьми. Ты можешь просто там за $10 пообщаться сегодня с чуваком из Сингапура, завтра с бразильцем, послезавтра там с украинцем и так далее. То есть это невероятный сервис, который позволяет вообще общаться
с людьми со всего света, причем так как это за деньги, не бесплатно, это все очень хорошо организовано, то есть более серьезные отношения у преподавателя и у тебя, потому что ты платишь и потому что человек получает за это деньги. Вот. Да, хотел бы вернуться к теме дождя, потому что, да, ссылки все в описании на занятия, там, если хотите, то записывайтесь. Да, дождь, это, конечно, очень грустно, это очень печально. Приходит осень, лето кончается, а это значит, что путешествовать станет все труднее, больнее, холоднее, неприятнее. Но в любой момент можно, конечно, поехать в теплые страны. Хотя, честно сказать, я уже очень привык к России, прям люблю путешествовать по России, потому что все супер удобно, такси, понятное, быстрое, недорогое, интернет, в принципе, тоже неплохой, кафешки, в принципе, в любом более-менее большом городе на достаточно высоком уровне, то есть с едой тоже нет проблем, с жильем я вот пользуюсь Airbnb, и без проблем можно найти жилье. У нас, кстати, очень хорошая сеть поездов, то есть ты можешь поехать хоть куда. Короче, Россия классная страна, и я люблю путешествовать по ней, но вот сейчас уже это будет сложнее и сложнее все делать, потому что погода ухудшается, и да, просто некомфортно в холоде. Я вообще не люблю холод, как-то, не знаю, мне некомфортно и неприятно, когда ты мерзнешь, либо же наоборот, когда ты супер тепло одеваешься и начинаешь потеть из-за этого, когда заходишь в помещение. Короче, это неудобно. Вот. И вообще ты начинаешь думать о том, что же мне надеть, какая погода. То есть зачем тратить жизнь на то, чтобы думать вообще о погоде, когда ты можешь жить в месте, где постоянно тепло. Конечно, разнообразие — это хорошо, и это один из ключевых, наверное, факторов, влияющих на счастье. То есть если ты будешь делать какую-то монотонную работу или, не знаю, жить в одном месте всю жизнь, то это наскучивает, и перемещаться в таком случае даже в какие-то холодные места, как я люблю зимой поехать в Новосибирск, в Сибирь, в родной город, чтобы отпраздновать свой день рождения. Если хотите меня поздравить, кстати, 26 декабря у меня день рождения, напишите мне где-нибудь в Инстаграме. И Новый год, конечно, вот, отпраздновать эти праздники, померзнуть 2 недели и уехать куда-нибудь в тепло. Разнообразие, да, это классно, в том числе и в климате. Но мне на самом деле не нужно 3, 4, 5 месяцев дождя. Мне достаточно 2 недель, и вот скоро я поеду в Петербург, там есть некоторые дела, и я обязательно поеду в Пушкин. Кому интересно, подписывайтесь на мой Инстаграм, Телеграм, я там буду обязательно выкладывать прекрасную золотую листву, прекрасный Пушкин, Царское Село, потому что гулять вдоль этих озер, в парке, по золотой листве — это великолепно, это прекрасно, и, конечно, я воспользуюсь этой возможностью. Может быть, еще куда-то съезжу, не знаю, там где-нибудь рядом, потому что хочется добавлять постоянно новые города и страны в список посещенных. Вот. Так что вот, собственно, не знаю, что буду делать, как решать проблемы с осенью, зимой. Не знаю, где я буду. Есть мысли поехать в Латинскую Америку. Не хочу загадывать ничего, потому что... Если вы, кстати, оттуда, напишите, как у вас ситуация. Особенно меня интересует Мексика, Бразилия и Венесуэла, потому что туда можно поехать без проблем сейчас. Туда пускают туристов из России. Так что если вы оттуда, напишите, как там у вас ситуация, стоит ли ехать, потому что я хотел бы все-таки зимой не мерзнуть, а где-нибудь в теплой стране находиться. Вот, что еще вам рассказать? Вообще не хотел бы, чтобы этот выпуск был долгим, потому что хочу чередовать долгие выпуски с короткими, чтобы один выпуск длился там час, а второй 10 минут, потому что не все
могут понимать часовой выпуск, и не всем это легко. Вот. А все-таки это канал для изучения русского языка, и формат 10 минут, я думаю, он более подходит для таких, уже еще начинающих ребят, кто только начинает слушать подкасты на русском. Так что, не знаю сколько, мне кажется, я минут на 8 записал, сейчас я быстренько гляну. На 10 минут, вот, на 11 даже минут я записал. Ну вот, не знаю, такой экспериментальный выпуск, просто чего-то наговорил, какой-то ерунды. Если вам понравилось, ставьте лайк, напишите мне какой-то комментарий. Если вас интересует какая-то конкретная тема, то тоже пишите. Вот, если вас интересует болтовня, то тоже буду такие выпуски записывать. Полная транскрипция будет на Патреоне и другие бонусы. Напоминаю, что действует там акция. Если вы подписываетесь, то вы получаете бесплатное общение на русском, практику русского языка, ну и просто возможность со мной познакомиться, пообщаться. И я с вами пообщаюсь, очень интересно тоже. Сегодня у меня было занятие с женщиной из Шотландии. Вот, пообщались о Шотландии, о России, о жизни в России, потому что она живет в России. Вот, короче, это супер интересно, супер классно. Спасибо вам, что у меня есть такая работа, такой проект, потому что без вас, конечно, без вашей поддержки этого всего не было бы. Я очень рад, что у меня есть возможность путешествовать, исследовать мир, показывать там что-то вам, делиться своими впечатлениями и записывать эти выпуски, то есть, опять же, работать над своим родным языком. Последние годы, конечно, вот с тех пор, как я начал учить иностранные языки, я очень мало времени уделял родному языку и очень мало контента на русском языке смотрел, слушал, но потихоньку буду это исправлять. Дождь все идет и идет, и, уже хочется пойти попить кофе и поесть, пообедать, но не знаю, как сейчас пойду. Ну ладно. Спасибо, что слушали. До новых встреч. Пока.